Всем привет! Сегодня мы приехали в очаровательный городок Ментон, совсем недалеко от Ниццы расположенный. Это, пожалуй, самый итальянский город французской ривьеры, поскольку он находится всего в 5 километрах от границы с Италией. Сегодня мы вам покажем основные достопримечательности этого городка, такие как базилика Святого Архангела Михаила, часовня Шапель де Пантьер-Блан, старинное кладбище, находящееся на холме, откуда открываются невероятнейшие виды на побережье и на море. Также Ментон известен своими садами и парками. Будет очень круто, очень интересно и очень красиво. Приятного вам просмотра! Поехали! За моей спиной вы можете видеть бастион города Ментон. Когда-то этот город принадлежал князьям Монако. По скромности сооружения вы можете понять, что некогда Монако было бедным княжеством. Это все, что они построили для защиты этого города. Ментон – настоящее лазурное побережье, невероятно красивая вода. Ментон был присоединен к Франции вместе с Ниццей. В 1860 году император Наполеон III заплатил 4 миллиона франков княжеству Монако за этот прекрасный город. Новогодняя ярмарка в Ментоне. Посмотрите, как все это ярко и красиво. Несмотря на то, что по картинке и погоде совершенно не новогодняя, если для нас. Ну а теперь самое время немного прогуляться по этим историческим местам. Старый город расположен на склоне невысокой горы, а у его подножия находится старый порт, который действует и по сей день. Практически из любой точки города видна самая главная городская достопримечательность – базилика Сан-Мишель. К ней можно подняться по старинной узкой лестнице, как это сделали мы, а также прямо от набережной по широкому лабиринту.
За моей спиной базилика Сан-Мишель. Это жемчужина барочной архитектуры. Более 100 тысяч туристов ежегодно приезжают полюбоваться ее красотой. Строительство собора началось в 1640 году, но продлилось несколько веков. В XIX веке были отреставрированы фасады, добавлены колонны, как типичные архитектурные элементы того времени. А в 1999 году церковь была признана базиликой по решению Папы Римского. Ежегодно в августе возле этой базилики проходит музыкальный фестиваль в Ментоне. Ощутите атмосферу этого городка. Вот посмотрите, это совершенно Италия какая-то, ну или Испания, но точно не Франция. Вот абсолютно. Мандаринки созревают. Какой прекрасный вид открывается с вершины холма. Вот посмотрите. Виден порт Ментона. Дальше уже начинается Италия, итальянская ривьера. Вот такой прекрасный залив. Пляж. Ментон приятно удивил. Невероятно живописный город. И посмотрите, какой вид на старый город. Потрясающе. Видно обе часовни. Ментон морской город, и поэтому марина почти полностью заполнена. Вот одна, а вот там вдалеке вторая. Абсолютно под завязку забита. А вот кладбище Ментона. В Ментоне традиционно была большая диаспора русскоязычного населения в дореволюционную эпоху. И здесь это можно будет пронаблюдать. Захоронение буквально в стене, вот, возможно, одного из потомков русской эмиграции.
И здесь вот такая красота. Ранее в Ментоне находился центр лечения от туберкулеза. В связи с этим на этом кладбище захоронены многие аристократы Северной Европы, а также России. Смотрите, здесь захоронен принц Григорий Волконский со своей, наверное, женой. А здесь такое очень интересное захоронение польской женщины по фамилии Левандовский. Кладбище основано в 1880 году. Это одно из забытых кладбищ, где похоронены русские офицеры. А также посмотрите, на кладбище построена православная часовня иконы Божьей Матери. Всех скорбящих радость. Отсюда можно рассмотреть в мельчайших деталях домики на холмах, черепичные крыши, а также, конечно же, потрясающее море. Оно сегодня какого-то супер необычного лазурного цвета. Здесь рядом с дорогой есть такая уютная лавочка, и оттуда открывается потрясающий вид. Как вы могли заметить, города на Лазурном побережье в основном располагаются на холмах. И Ментон не исключение, он также раскинулся вот по таким живописным холмам. Местные жители любят селиться вот как раз по холмам, а приезжие поближе к центру, поближе к морю, хотя говорят, там гораздо больше влажности. И здесь мы с вами видим маленькую Италию во Франции. Посмотрите, абсолютно итальянский пейзаж городка. Представляете, как летом здесь классно отдыхать вот, на пляже с видом на вот такую потрясающую архитектуру. Вот здесь видно вот, зигзагом идущая кверху лестница и прекрасная барочная архитектура. В Ментоне такой почти песочный пляж. Если сравнить с Ниццей, то совершенно другое. И водичка очень чистая при этом. Вот так вблизи выглядит марина Ментона. Посмотрите, здесь катера, лодочки, яхты. В общем, судно любой размерности. Ментон невероятно красивый город, как с точки зрения просто туристического курорта, так и с точки зрения исторической. Здесь очень много исторических памятников архитектуры, которые можно посмотреть. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и ждите другие интереснейшие видео. А также переходите по ссылкам в описании. Если вы хотите приобрести экскурсии по Провансу, путешествуйте, ведь путешествие – это маленькая жизнь. Бон вояж!